Когда вы получите выкройку, вы ее распечатаете, вырежете, и нужно вам будет ее перенести на ткань. Смотрите, вот у вас есть какая-то ткань, да, вы должны определить направление ворса. Вот, он смотрит вниз, рисуете стрелочку на ткани, чтобы не перепутать, да. И смотрим на стрелочки на детальках, размещаем деталь параллельно этой стрелочке и переносим. Переносим выкройку на ткань с учетом того, что у вас на выкройке не даны припуски. То есть вы припуски сами должны дорисовать. Ну вот так. Обычно я это делаю, потому что я мысленно это не запоминаю и могу вырезать просто по первой линии. Поэтому я всегда дорисовываю припуски. И после этого вырезаю. Когда длинный ворс, ножницы заходят под самой под основу ткани, чтобы не повредить длинные ворсинки и не испортить внешний вид работы. Вот, когда деталь вырезана, вы должны обрезать припуски, потому что очень длинный ворс, он будет мешать нам ровно сшить и будет вылазить, будут детали толстые в тех местах, где нам не нужны толстые швы, не нужен лишний объем. Вот, поэтому на всех детальках обрезаем припуски. Вот. Чтобы сшить детали, вам нужно приложить их вот так вместе, зеркальные детали, да, и сшивать ниточкой 45 ЛЛ, вот, или какой-то аналогичной. Просто обычным вот наметочным швом идем по всему краю детали. А затем, что нужно сделать, это либо шить руками, швом вперед-назад иголка, либо строчить на машинке. Шов сейчас покажу, какой может быть. Вот. Ну а на машинке вы уже сами. Итак, шов вперед-назад иголка. Вот вы заходите, делаете стежочек где-то 2-3 миллиметра. И не идете вперед, а возвращаетесь. Как бы в серединку этого стежочка первого выходите. И дальше делаете стежочек 3 миллиметрика. Возвращаетесь в серединку и двигаетесь дальше. Вот. Ну, такой шов хорош, наверное, для маленьких работ. Ну, в больших работах я им не шью, то есть потому что я строчу на машинке. Вот, вы как хотите. Кому-то нравится просто шить руками, и в этом ничего нет страшного. Кому-то нравится шить на машинке, в этом тоже нет ничего страшного, поэтому делайте, как вам будет удобно. Вот, единственное, что когда шьете руками, шов должен быть очень плотным, ну, как на машинке, да, аналогично, чтобы не разлазился он, и чтобы его визуально не было видно. Поэтому, если вы уверены в своих руках, в своем шве, тогда вперед шить под любимый сериальчик. Вот и так детальки прострочены. Что нам нужно дальше сделать? Нам нужно сначала вывернуть
и достать весь ворс из швов. Вот этот, видите, который попал в швы, потому что нам еще дальше нужно будет опять снова вывернуть наизнанку и пришить проволочку, но это после того, как мы сейчас вот это проделаем. То есть вернем ворс на родину, так сказать. Наметка вылезла. Наметку, кстати, я не вынимаю. Вот. Ну, если уж она полезла куда-то, то я ее просто так вот обрезаю. Когда вы вот проделали, да, то, что только что делали, вы весь ворс вытянули, вот, у вас остался, получается, лишний, да, то, что вам не нужно, вы опять его срезаете, чтобы ушко выглядело очень тоненьким и аккуратненьким. Вот, и далее, смотрите, мы отмеряем проволочку. Мы отмеряем не вот от начала ушка до конца, а добавляю еще по 2 сантиметра с обеих боков. Так, и вторую такую же отмеряем для второго ушка. Сейчас будем армировать. Заверните концы проволоки вот так, чтобы они вам не ранили руки. Вот. И берем, прикладываем проволоку прямо в середину припуска. Берем иголочку и начинаем пришивать. Пришивайте не с самого припуска, а с точки, где начинается край ушка. То есть вот это вот такой подгиб, который вот идет внутрь, да, ушка, его не трогаем. Тогда у нас там получится все красиво. Когда мы вывернем и будем пришивать, все у нас получится. Вот, и получается проволока у вас в припуске прячется, и вы ее как бы крепите снизу, ниточка заходит с иголочкой, и вот она через верх захватывает ее. Вот. И продолжаем дальше с обеими ушками так. Когда вы зашьете полностью ушко, вошьете в него проволочку, вам нужно, смотрите, чтобы вывернуть его аккуратно и проволока там не закрутилась, вот так максимально стянуть все к центру, чтобы обратно не пружинила ткань. Вот так растопыриваем петельки вот эти из проволоки и постепенно пытаемся вывернуть. Вот. Такой самый лучший способ муж придумал
потому что все остальные могут так вот корявить проволочку, и ее потом не вывернешь ровно, не поставишь уже. Вот. Ну а теперь вот так хорошенечко выпрямляем все. Вот. Усики все внутри распрямляем, проволоку, и смотрите, лишние усики можно откусить, оставив где-то по 1,5 сантиметрика, и снова загибаем. Теперь давайте проклеим внутри ушки, для того, чтобы они были, ну, в общем, не топорщились, были тоненькими. Вот. Возьмите клей для ткани. Вот видите, какой у меня. Ну, он похож на ПВА чем-то. Возможно, ПВА тоже подойдет. Можно попробовать. Тем более, что ткань очень плотная, и я думаю, ПВА она не пропитает, вот не будет, ну, ничего страшного не случится. Вообще эта ткань мне, этот клей мне очень нравится, потому что он не оставляет следов, он очень хорошо склеивает. Вот, и его можно разбавлять, и мы его еще обязательно будем применять дальше в работе нашей. Так, смотрите, клеить, но даже не до припуска, оставляя вот ширину припуска нетронутой, чтобы вы могли спокойно потом подвернуть. Вот, и клей вам не мешал. И под пресс ставим. После того, как приклеили ушки, они склеились хорошенько, вам нужно подшить припуск. Для этого вот заходим изнутри, берем ниточку тоненькую, 45 L подойдет. Вот, подгибаем припуск и начинаем зашивать потайным швом. Можно ниточку эту оставить, она нам еще пригодится. Мы будем ее пришивать к основе, к голове ушка.